короткая история, которая способна вызвать приступ умиления даже у самого черствого человека. Приют Вашингтон Sound Etienne Animal Shelter. Как бы ни был хорош приют, но это всего-навсего приют. Хорошо, когда хвостатых воспитанников кормят, лечат, ухаживают за ними и пристраивают в добрые руки. Но решают все люди, вернее, их отношение к делу. Обычное человеческое неравнодушие, желание разобраться и помочь. И пусть речь идет о всего-навсего собаке. Добрый знакомый автора этих строк как-то метко выразился: собака тоже человек. Пожалуй, с таким утверждением следует согласиться. А теперь к делу. Пес Роско – самый обычный приютский пес. Попал в приют совсем молодым, почти что щенком. Даже кличку получил здесь же. Его подобрали прямо с улицы. Самая обычная ситуация, абсолютно предсказуемая и житейская. Но персонал приюта предположил, что Роско окружает какая-то тайна, какая-то недосказанность. Он резко выделялся на фоне всех остальных собак. Те были как будто нараспашку. Их подбирали тоже с улицы, голодных, холодных, отощавших. Вырывали из лап живодеров. Откармливали, ображивали. Собаки проникались благодарностью за свое спасение, старались угодить, заводили дружбу с кем-то из сотрудников. Это нормальная естественная реакция. Собаки чувствуют добрые к себе отношения и отвечают еще большим добром. Но Роско был не таким. Он прожил в приюте уже 3 года, но так ни с кем и не подружился. Был всегда сам по себе, на особицу. Держался всегда независимо, подчеркнуто самостоятельно. Корм принимал, но в благодарностях не замечен. Просто жил. Я один против большого враждебного мира. Работники понимали, что Роско задал всем непростую загадку, которую надо было непременно разгадать. Но как это сделать? С чего начать? Ну почему собаки не умеют говорить? Наверняка удалось бы выведать у пса всю его историю. Решение пришло неожиданно – сделать пост в социальных сетях, выложить фотографии, написать яркий текст. Надежды мало, но вдруг правило нескольких репостов действительно есть, и оно реально работает. Через некоторое время в приюте раздался телефонный звонок. Звонивший назвался фермером. Его хозяйство располагалось на приличном удалении от приюта, и звонок сделан скорее ради очистки совести. Суть такова: прямо с фермы 3 года назад пропал любимый хозяйский щенок. Как в воду канул. Его звали, искали, но результатов ноль. Какое-то время человек просматривал объявления и фото собак в приютах, а затем смирился с потерей. Роско внешне похож на пропавшего щенка, но вряд ли это он. Фермера пригласили посетить приют. А теперь впечатлительным читателям посоветуем достать носовые платочки. Человек прошел к вольеру, работники открыли дверь. Пес как будто вздрогнул, вытянулся, жадно втягивая носом воздух. Первая реакция – испуг и недоверие. Но подозрение вскоре сменилось неподдельной радостью. А дальше случилось то, что случилось. Вдоволь хлебнувший лишений, Роско заплакал. Прослезился и его хозяин. Хэппи-энд – счастливое воссоединение спустя годы. Да и Роско оказался не Роско, его настоящая кличка Ран. Объяснилась и замкнутость пса, просто он хранил верность своему хозяину. Знал, что однажды откроется дверь, и он придет. Так оно, по счастливому стечению обстоятельств, и случилось. Единственный раз за 3 года хмурый и неприветливый Роско Ран позволил себя погладить и обнять. И сделать это удалось только любящему хозяину, и никому другому. Рождественская история? Безусловно. Эти двое заслужили свое счастье. Ныне верный пес уже дома, на своей родной ферме. Будем надеяться, что все неприятности в его жизни остались далеко позади.